Всем привет! Меня зовут Дмитрий Белоусов, и в этом видео я вам расскажу про то, что курсовая разница часто влияет на ваши оплаты в Китае, в частности на логистические затраты. Как этого избежать и что делать, если такое произошло? Момент первый. Когда вы получаете какие-то ставки, какие-то цены, вы всегда можете видеть, не всегда, но часто можете видеть, что там есть срок действия. Почему это делается? Часто так делают и фабрики в своих коммерческих предложениях, и транспортные компании. Транспортные компании часто, скажем честно, могут забывать это делать. Но обстоятельства, по которым может происходить курсовая разница, при этом никуда не деваются. И несмотря на то, что они не написали, все равно такое может происходить. Дело в том, что в основном берется в учет определенная курсовая пара. Допустим, доллар к юаню. Или там какая-то другая валюта к юаню. В целом, поскольку, так скажем, валюты наших стран не вполне стабильны, и часто могут туда-сюда ходить, к ним редко когда кто привязывается. Поэтому лучше все-таки в своих расчетах привязываться к доллару, как-то он больше в ходу в Китае, нежели евро, допустим. И поэтому даже у доллара и юаня есть определенное хождение туда-сюда. Скажу по своему опыту, за больше чем 10 лет, сколько я работаю с Китаем, юань был от 6,2 юаня за 1 доллар до 7,3. И примерно в этом коридоре он ходит за 1-2 года, может опуститься, подняться, подешеветь, подорожать. Плюс те же самые материалы того или иного товара, если в нем используется много меди, нержавейки или каких-то таких товаров, которые тоже имеют биржевое формирование цены, она может меняться. На это может влиять даже сезонность и стоимость, допустим, экранов. Все мы знаем, что в сентябре-октябре очень часто компания Apple выпускает свои новинки, анонсирует, затем выпускает свои новинки. Выпускает, естественно, большим объемом. Весь этот объем производится на заводах корпорации Foxconn, которые находятся в Тайване и в Китае. И под это дело они заранее бронируют и выкупают, и под них производят большое количество экранов, в принципе, и других комплектующих. Поэтому может оказываться их сезонная нехватка. Также, допустим, сезонная нехватка контейнеров. То есть этих самых металлических коробок, которые используются для того, чтобы загрузить туда ваш товар. Он там переставлялся с одного корабля на другой, в порт и так далее. И при этом внутри сохранял свою сохранность. Сохранял сохранность. Так и запишем. Поэтому разные вещи на это могут влиять. И, как правило, с периодичностью, наверное, в недели 2, 3, 4 это может уже меняться. За день-два вряд ли, но в остальном может меняться. Поэтому очень часто бывает такое, что вы посчитали логистику, да? Или посчитали какой-то товар. Дальше ушли, допустим, доделывать ваш бренд, дизайнерить вашу упаковку, инструкцию и так далее. Потом вернулись спустя месяц, не обновили ваши ставки, просчеты, помня о том, что вам уже дали ставки, а потом что-то вырастает. То есть, как правило, по идее, оно должно следовать и вниз, и вверх, и так далее. Но почему-то не бывало такого на моей памяти, чтобы ты пришел, такой, месяц же прошел, и тебе продавец или транспортник говорит, так подешевело все, держи более дешевое. Такого не бывает. Но если подорожало, тут, как всегда, вам в первую очередь об этом скажут. Поэтому, как правило, чаще всего это дорожает. Иногда может дорожать из-за того, что какие-то сезонные сложности на дороге происходят. То есть, если вы заказываете осенью или зимой, товар может задерживаться, товар может попадать куда-то, какие-то могут быть проверки, особенно если это карго-компании. И все это приводит к таким изменениям. Что же вам лучше в этом случае делать? В принципе, повлиять на какие-то внешние обстоятельства вы как-то особо не можете. Вы, во-первых, предупрежден, значит вооружен, то есть можете знать об этом. Во-вторых, отслеживать зависимость тех факторов, которые могут повлиять на цену. В первую очередь курсовая разница, ее можно посмотреть в интернете и понимать, в какую сторону она идет. Можете заранее менять себе какую-то сумму
уже в это более стабильную валюту для того, чтобы похоронить ее, если у вас эта сумма есть там, допустим, в наличии, пораньше доставать ее из оборота. Просто надо понимать, что это нормально, это зависит от каких-то, ну, таких чаще всего от каких-то макроэкономических параметров или от каких-то природных, сезонных параметров. На них никто не влияет, но они в принципе цикличны, заранее известны. И те люди, которые работают с Китаем там 2, 3, 5 лет и больше, они уже про все это знают и заранее предпринимают какие-то меры, чтобы на данные флуктуации, на данные изменения курса и так далее не попадать. Вот. Или попадать с меньшими потерями для себя. Еще могу сказать по поводу логистики, что чаще всего логистика рассчитывается на основании предварительных данных от фабрики. Это так называемый упаковочный лист, пакинг-лист, который фабрика дает. Иногда бывает, что все-таки эти данные не вполне верны. Ну, скажу вам по своим наблюдениям, надо, как правило, закладывать 10% как минимум и чаще всего в сторону увеличения. Потому что где-то что-то стало больше, чуть-чуть больше положили упаковки, чуть-чуть толще картон. Бывает такое, что оно и уменьшается, но это все-таки происходит реже. Чаще что-то новое, что-то больше упаковали и так далее, не предупредили, забыли об этом сказать, потом у вас больше. Поэтому очень часто фактические упаковочные данные отличаются от теоретических, которые вам дали вот просто вот в предложении от фабрики. Вот, и корректируется что-то. Тоже не надо негативить по этому поводу. Это нормально, просто надо понимать всегда, что оно может быть больше. Оно может быть и, скорее всего, будет больше. Особенно, если вы отправляете данный товар карго-доставкой, то есть каким-то сборным грузом, и он требует какой-то дополнительной упаковки. Дополнительная упаковка тоже, как правило, просчитывается наперед теоретически. Ее тоже можно знать заранее, даже не имея товара на руках. Но, как всегда, как правило, это становится все больше, больше и больше. Иногда это надо разделить, уменьшить. Иногда что-то уже прям при доставке по Китаю так пообтрепалось, так скажем. Такое очень часто происходит. Вот. И надо понимать, что все-таки транспортные компании, очень многие, не прям сильно заботятся о том, чтобы вот уменьшить вам там объемный вес, объем и так далее, и запаковать это как можно меньше. Стараются, но все-таки не так, как это сделал бы каждый человек сам себе. Где-то даже наша компания вот пытается просто, знаете, помочь, подумать, как это сделать, обложить не картоном, а фанерой, пусть оно будет потяжелее и так далее. То есть все стараются, но и вы должны принимать это во внимание, что, как правило, переупаковка, доупаковка, отправка сборным грузом равно увеличение веса, объема, соответственно, затрат на логистику. В принципе, на этом все по полезным знаниям на сегодня. Решил осветить такую тему. Если вам хочется получать больше полезных знаний, знаете, там всяких лайфхаков и историй из моего опыта, кейсов, антикейсов, то подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, вот, и будете в курсе. Если вам интересно получить какой-то расчет там логистический или воспользоваться нашими прочими услугами, все это внизу, там контакты менеджеров, вы можете обращаться к ним, получать определенный скоринг вашего проекта, общаться, и мы можем приходить к какому-то сотрудничеству. На этом все. С вами был Дмитрий Белоусов, компания Easy China Business. Пока!